Привет! Хотите, поделюсь разработанным с Коан рецептом создания иллюзии того, что Бог исцеляет всякую болезнь. Первое. Разрешение на посещение церкви из других стран надо выдавать только тем, кто сам способен передвигаться без инвалидной коляски или костылей. Для этого требуйте от подающих заявку на приглашение в церковь прислать видео, где они без посторонней поддержки ходят, спускаются и поднимаются по ступенькам. Ведь перед камерой, после того, как целитель помашет руками над больным или постукает по нему, человек должен встать и сделать хотя бы пару шагов со словами «Я исцелен». Потом можно дать ему снова сесть на стул под предлогом, что новоисцеленный давно не ходил, потому не привык еще подолгу стоять. А тяжело больным, тем, которые при смерти или реально неходячим инвалидам, однозначно отказывать в посещении синагоги, потому что такие же явно не вскочат на ноги перед камерой. Второе. На крусейдах в других странах нельзя запретить приезд тяжелобольным, потому что туда люди приезжают не по приглашению, как в синагогу, а сами. Таковым при регистрации нужно выделить определенное место на крусейде, которое операторы снимать не будут, а на молитвенную линию выводить тех, кто на регистрации сам смог пройтись своими ногами. Всех остальных людей, пришедших на крусейд, но не прошедших регистрацию, не пускайте на молитвенную линию, чтобы случайно служитель не помолился за тех, кто не может встать с инвалидной коляски и пройтись. И, конечно же, не надо идти в то отдельное место, где упрятали тяжело больных и по-настоящему прикованных к инвалидным коляскам. Допускать к молитве нужно только тех, кто сам может приподняться с коляски, пройдя хотя бы пару шагов без какой-либо поддержки для создания эффектных кадров чуда исцеления. Также полностью слепым и глухим нельзя давать приглашение на посещение церкви или доступ к молитвенной линии. А если такие придут на регистрацию на крусейде, то нужно определить их в тот же список тяжелобольным, чтобы также разместить их отдельно от людей, за которых будут молиться и которых будет показывать камера. А о чуде исцеления пусть свидетельствуют те, кто имел частичную потерю зрения или слуха, говоря стандартное: «Во время молитвы я что-то почувствовал, и сейчас вижу или слышу намного лучше, четче, ярче» и так далее. И, конечно же, надо поставить охрану, которая не даст людям, не прошедшим регистрацию, попасть на молитвенную линию. А что делать с местными инвалидами? В смысле, в окрестностях церкви, которые совсем не ходят или не видят и не слышат, но которые никак не смогут в реальности продемонстрировать его на камеру. Нельзя же им отказывать в посещении, как зарубежным гостям, не пуская их в здание церкви на глазах у всех остальных посетителей. А ведь их много, и они очень хотят получить исцеление. Конечно, не надо пускать их на собрания, при этом объяснив, что они могут посетить церковь в назначенные для них дни для показной благотворительности. А как объяснить, почему на них не распространяется божественная сила исцеления? Никак. Верующие сами додумают объяснение этому необъяснимому факту. Например, будут считать их маловерными, или что Божье время для них пока не настало, или вспомнят про пророка без чести в своем отечестве. И кто ж тут поспорит? Любой чудотворец знает, что рассказывать чужеземцам о чудесах, которые через него сотворил Бог, куда легче, чем среди своих соплеменников продемонстрировать чудо на практике. Вижу, как уже воспламеняется праведный гнев тех, кто уверен, что я говорю грязную ложь на помазанника Божия. Но вы спросите у посещавших синагогу или подававших заявку на посещение и получивших отказ, правда ли, что церковь обязывает их прислать прежде видео, где они самостоятельно ходят, поднимаются или спускаются по ступенькам. И подумайте, для чего синагоге нужно убедиться, что они могут ходить без какой-либо поддержки. Спросите посещавших крусейд, молился ли пророк о тех, кто не прошел регистрацию. И совсем было бы здорово, если бы вы смогли спросить тех, кто приезжал на эти крусейды со своими тяжелобольными родственниками. Или тех, кто приехал в синагогу с инвалидом-колясочником и кого не пустили в собрание. Да, такие случаи были. Вряд ли вам удастся поговорить с такими людьми. А вот мне, к сожалению, пришлось с ними говорить. Пришлось смотреть им в глаза, полные отчаяния, горечи и непонимания. Мне пришлось выслушивать слова людей, приехавших на встречу с пророком в Назарете со своими тяжелобольными родственниками и инвалидами, настоящими инвалидами, которые не могут и пару шагов сделать без костылей или инвалидной коляски.
И это было вдвойне тяжелее, ведь именно благодаря моим многочисленным переводам они и поверили в ложь о божественном исцелении. Собирали последние деньги на поездку, переносили все тяжести перелета, поиска гостиницы и двухдневного пребывания на стадионе с тяжело больным или неходячим инвалидом. А потом ни с чем уходили обратно после второго заключительного дня встречи. Я не посмела даже сказать им какое-то слово утешения, потому что у меня в голове был коллапс. Я не знала, как это объяснить себе и другим. Я ничего лучше тогда не придумала, как раздать баксы этим людям, которыми меня благословил один верующий. Хотя я прекрасно понимала, что эти деньги – ничто для людей, потерявших свою надежду на чудо. Для многих это была последняя надежда. У меня не было тогда ответов, почему Бог решил не то что не исцелять, но даже не послал пророка помолиться за этих больных людей. Но чтобы усомниться в Божьем человеке, я не допускала и мысли. Я просто была в ступоре. Сейчас-то, конечно, все пазлы сложились. Я понимаю, почему надо было присылать видео, где ты сам ходишь, и почему на Крусейде при регистрации разного цвета браслеты давали. Один цвет для безнадежно больных, за которых молиться никто не собирался и камеры которых не показывали. Второй цвет для людей больных с определенными проблемами, но которые сами могут передвигаться. Или которые видят и слышат частично, чтобы потом они смогли на камеру сказать, что видят и слышат намного лучше. И еще один цвет для тех, у кого нет особых проблем со здоровьем и которые могут подольше постоять в ожидании своей очереди на молитву. И в этой группе я и была. Напомню один момент, о котором я говорила в своем первом видео о тебе, Джошуа. Когда программа служения подходила к концу, но время еще оставалось, пророк не пошел молиться за тяжелобольных или хотя бы за людей, не прошедших регистрацию. Но на молитвенную линию вывели во второй раз группу, за которой уже молились. То есть прошедших регистрацию, группу, где точно не было тяжелобольных. Тогда я попала в эту группу и могла только безмерно радоваться двойной порции благодати, свалившейся на меня. Но потом, по окончании встречи, помогая убирать стадион, я столкнулась с теми, за кого не помолились ни разу. Но кто больше всех остальных в этом нуждался? Те изможденные, безнадежно больные и неходячие инвалиды. Меня тогда как обухом по голове ударило, когда я осознала, что их просто кинули. Они ждали до последнего. Надеялись, что, может, после шумного собрания пророк подойдет и помолится за них, возложит руки, скажет хотя бы что-то утешительное. Но этого не произошло. Народ уже расходился, софиты гасли, а пророк был уже давно далеко от места проведения крусейда. Место, где медленно умирала последняя надежда для тяжелобольных и неходячих инвалидов. До сих пор не могу забыть одних родителей с ребенком-инвалидом, которые, казалось бы, вообще не умели огорчаться или отчаиваться. От этого мне их было жаль еще больше. И было как-то стыдно перед ними, ведь за меня помолились дважды. А за их сына, чья жизнь была в опасности, не помолились ни разу. Они потратили уйму денег на перелет, на гостиницу, высидели с больным ребенком на жаре 2 дня крусейда и ни с чем возвращались домой. Ах да, их флаконом с чудо-водой великодушно одарили и футболкой с логотипами. Потом, еще через полгода или год, отец один посещал синагогу. С инвалидами-то и тяжелобольными не пускают в церковь. И он был там все с той же нуждой о своем больном сыне. Но, естественно, результата также было 0. Потом они мотались еще в другую церковь в России, сами они из каких-то бывших советских республик. И это только то, что я знаю. А возможно, были и другие святые места и помазанники Божьи, на которых эти родители возлагали свои призрачные надежды. И вот если сложить все то количество денег и времени, которое они потратили абсолютно впустую, и перевести все эти усилия и ресурсы на реальную медикаментозную и терапевтическую помощь, в которой нуждался их ребенок, то только на основании одного этого примера можно понять, почему я так непримиримо борюсь с любым религиозным, мистическим или эзотерическим мракобесием. И считаю, что любое мышление, не основанное на научно доказанных фактах, приносит человечеству больше вреда, чем пользы. Ведь пример этой семьи далеко не единственный и не самый страшный. Вся стратегия и организация служения очень хорошо продуманы и отработаны годами. Ведь приехать на крусейд в чужую страну с лежачим больным далеко не все могут. Потому у людей, испытавших горечь отчаяния на крусейдах, всегда будет ничтожно мало в сравнении с теми, кто побывал там на своих ногах, как восторженный посетитель, а тем более зритель Emmanuel TV, которому показали нужную картинку.
Еще немалую долю успеха в одурачивании людей играет тот факт, что в стрессовой ситуации люди теряют способность к рациональному и критическому мышлению. Прибавьте к этому отчаянное стремление верить всем сердцем, отбросив малейшие сомнения, ведь только так можно получить исцеление. И вы поймете, как даже образованные люди уверяются в самых нелепых свидетельствах и чудесах, и даже сами спешат засвидетельствовать о чуде, которое, если еще не произошло, то, по вере, обязательно случится после, но которое можно потерять, если не засвидетельствуешь сейчас. Поэтому процветание деятельности подобных чудотворцев способствует несколько факторов. Это и невежество верующих, и их вера в то, что библейские чудеса реальны в наши дни, и всепоглощающее желание получить свое чудо, а также немалый профессионализм целителей и хорошо известные принципы развода доверчивых и отчаявшихся людей. Все это база для создания чудесных чудес, так же как и успешного успеха от современных коучей и гуру по исполнению желаний. Но это уже тема совсем другого ролика.